Привет, мир! Сегодня мы в Порту-Алегре. Это крупнейшая городская агломерация южной части Бразилии и один из богатейших мегаполисов страны. Здесь удивительным образом переплетаются испанские традиции с бразильско-португальской культурой. Множество исторических достопримечательностей и прекрасных образцов колониальной архитектуры соседствуют с современными зданиями и развитой инфраструктурой, а обилие тематических парков заслуженно добавляет городу звание «зеленого». Город расположен в бухте и имеет полукруглую форму. Похожие на полуокружности улицы расходятся от исторического центра и гавани. Как и во многих городах Бразилии, спорту, а в особенности футболу, здесь уделяется особое внимание. В 1494 году, согласно Тордесильесскому договору, район Порту-Алегре отходит Португальской империи, но территорию населяют индейские племена Тупи, чья воинственность сдерживает колонизацию. Однако позднее вооруженные экспедиции бандейрантов заставляют индейцев прекратить набеги. И здесь появляются первые фермы. Несмотря на постоянные разногласия между испанскими и португальскими колониями, поселение стремительно развивается. 26 марта 1772 года Порту-Алегре официально присваивается статус столицы Капитании. Именно эту дату формально считают датой основания. Порту-Алегре получает статус города 11 декабря 1810 года. Новый договор с Испанией на время приносит мир и спокойствие в Южную Бразилию. Экономика региона стремительно развивается, и город переживает немецкую иммиграцию, что способствует стремительному развитию промышленности и капиталистических отношений. Однако рост противоречий между имперским правительством и южными элитами приводит к революции Фараупильи, оборванцев. Провозглашается независимость Рио-Гранде-ду-Сул от Бразилии. Кровавый конфликт длится 10 лет и уносит жизни более 20% бразильских ковбоев гаучо. В итоге Рио-Грандская республика вновь часть Бразилии. Во время Парагвайской войны город становится основным пунктом снабжения бразильских войск. В нем реконструируется порт, прокладывается телеграф, появляется множество новых зданий и предприятий. Вскоре происходит второе крупное восстание, а затем и революционные события 1930 года. Город получает заслуженную славу как самый бунтарский в стране. И хотя долгие годы регион страны пребывает в относительном покое, до сих пор местные бразильские ковбои гаучо называют себя не бразильцами, а риограндийцами. В 1989 году власти города проводят социальный эксперимент по созданию гражданского бюджета города. Результаты оказываются очень удачными. И после 25 лет функционирования инфраструктура города и уровень обеспечения горожан коммунальными услугами позволяют отнести Порту-Алегре к лучшим не только в Бразилии, но и в целом по Южной Америке. Порту-Алегре является столицей штата Рио-Гранде-ду-Сул. Площадь города 497 квадратных километров. Здесь проживает 1,5 миллиона человек. Расстояние до Сан-Паулу 1145 километров. Средняя температура летом 24,2 градуса, зимой 14,6 градуса. Счастливый порт. Так переводится с португальского языка название города, который является важным транспортным узлом в южной области страны. Город находится на месте впадения реки Гуайба в огромное пресноводное озеро, лагуну Патус. Планировка города достаточно проста и разумна. Поэтому, несмотря на значительные размеры, заблудиться здесь сложно. Одной из самых значимых достопримечательностей города является культурный центр Марио Кинтана, расположенный в роскошном историческом здании, бывшем отеле «Мажестик». Отдельного внимания заслуживают три центральные площади, представляющие собой три своеобразных культурных ядра города. На площади 15 ноября располагается здание городской префектуры, а также лучшее место для туристического шопинга – старинный муниципальный рынок. В прекрасных зданиях, созданных немецким архитектором Тео Видершпаном на Таможенной площади, располагаются музей искусств и музей истории Мемориал Рио-Гранде-ду-Сул. Отдельно стоит упомянуть непохожий на всех музей Иберы Камарго, разместившийся в современном белоснежном здании у набережной озера. В историческом центре города, близ множества интересных мест рядом с площадью Матрис, находится дворец Пиратини. Сегодня здесь заседает правительство штата. А вокруг площади расположен целый архитектурный комплекс в причудливом португальском стиле – колониальное наследие основателей города. Рядом находится кафедральный собор и здание театра Сан-Педро.
Интересной и необычной достопримечательностью Порту-Алегре стала заброшенная фабрика по производству газовых счетчиков, ныне переоборудованная в современный культурно-развлекательный центр. А это одна из самых красивых улиц в мире – улица Гонсало де Карвальо. Вдоль нее растут очень мощные деревья, создающие иллюзию городских джунглей. Недалеко от старого города находится крупнейший городской парк Фараупилья. Горожане и многочисленные туристы любят гулять здесь и любоваться прекрасными скульптурами, фонтаном и двойной триумфальной аркой с рельефными статуями. Рядом с зажиточными районами города находится парк ветряных мельниц. Такое название ему было дано из-за ранее находившейся в этом районе рабочей мельницы. А живописная набережная, раскинувшаяся вдоль берега реки Гуайба, днем и ночью предоставляет горожанам прекрасное место для неспешных прогулок и семейного отдыха. Отсюда можно насладиться великолепным видом на город и красотой окружающей природы. Недалеко находится парк Маурисио Сиротски, известный также как парк Гармонии. Но разве можно представить Бразилию без футбола? В городе располагаются два клуба, являющиеся одними из сильнейших в Бразилии и Южной Америке – Гремио и Интернасьонал. Противостояние этих двух команд, которые носят название Гренал, одно из самых интересных в чемпионате. На домашней арене Интернасьонала, стадионе Бейра-Рио, проводились матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. Кто здесь прожил хоть один день, тот навсегда сохранит в своем сердце это время. Эти слова из гимна города прекрасно подходят Порту-Алегре. Зеленые тенистые улочки, живописные озера и река, величественные особняки XIX века и современные жилые кварталы. Все это делает город одним из самых комфортных в Бразилии. Bom, Porto Alegre é uma cidade legal, contraditória. A gente está na parte mais central aqui da cidade, num bairro boêmio, né? Mas tem várias coisas interessantes, tem muitos pontos culturais legais. É a capital mais ao sul do país. Tem um povo muito bacana, mas sofre das mesmas mazelas que o resto do Brasil, como pobreza, desemprego. Ainda assim tem muita coisa boa também, né? Tem um pessoal bastante feliz, bastante festeiro e dá para aproveitar bastante coisa. Não é a cidade mais bonita do Brasil, mas eu tenho certeza que se você quiser conhecer a capital do Rio Grande do Sul, não vai se arrepender. Acho que é uma cidade bem interessante. Tem bastante opções, é uma cidade bastante urbana. Acho que não faz tanto frio quanto a Sibéria, mas faz bastante frio também.